Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, и мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства все узорчики распределены на небольшие коллекции под названием плейлистов. Заглядывайте в плейлисты обязательно. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам, девчата, ребята, огромнейший привет. Разные города, разные страны. Так классно читать ваши комментарии. Спасибо вам огромное. Вы большая моя группа поддержки. Каждому говорю спасибо большое. Я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Помните, да, Alize Angora Gold? Ну, вот такая вот новая палитра у меня. Вот, кто еще не знает, новички, да, что-то ниточки, смотрите, расскажем по порядку. Итак, называются они Alize Angora Gold. И видите, на какого секционного окрашивания получается батик. То есть вот, читаем, смотрим. Alize Angora Gold, батик, цвет, смотрите, 56-98. Секционное окрашивание, видите, какое? Оно такое нежно-нежно-бежевое, потом потемнее, потом возвращается и даже до белого цвета доходит. Я надеюсь, что в сегодняшнем узорчике мы с вами попробуем все-все-все цвета. Ну, по крайней мере, постараемся. Итак, что же это за ниточка? В 100 граммах находится 550 метров. Дальше состав читаем. 80% акрил, 20% шерсть. И крючок нам советует производитель брать от 2 до 4. Я уже вязала данные ниточки троечкой. Троечка меня, в принципе, устраивает. Вот троечка. Так, и не хочет фокусироваться. Вот троечка. И по просьбе подписчиков, подписчиц, я беру сегодня крючок не такой сиреневый, да, фиолетовый, а желтенький, для того, чтобы просто-напросто не сливались, получается, цвет крючка с цветом ниточек, да? Видите? Вот. Итак, все для вас, мои уважаемые подписчики. Кто давно на канале, знает, что я делаю небольшие образцы. Сегодняшний образец, к нему я прикладываю схемку. Схемка ходит по интернету, схемка несложная, качество схемки отличное, поэтому я прикладываю, да? Итак, я делаю не образцы буквально в районе 30 петелек, но у нас сегодня ниточка потоньше, поэтому мы с вами сделаем сегодня и набор петелек чуть побольше. Раппорт узорчика, смотрите, он, получается, состоит из 9 петелек. Поэтому мы с вами наберем 4 раппорта, да, это 36, еще плюс 2 петельки, чтобы красивый узорчик закончился, 38. И сегодня я хочу еще по краешку набрать дополнительно по 3 столбика, по 3 столбика, плюс 6. Ну, в общем, итого я буду набирать 44 аж воздушные петельки. Если вы будете набирать точно так же, как и я, то будем вместе набирать 44 воздушные петельки. Итак, начинается с такого нежно-бежевого цвета. Очень красивый цвет, надеюсь, очень красиво будет в узорчике лежать. Я же показываю узорчик из этих ниточек, да, а вы берете любые, какие хотите ниточки. Какие у вас ниточки под рукой есть, какие вы купили. Пробуйте на любых, не значит, что нужно брать точно такие же, да. Берите тоньше, берите толще, какие вам непосредственно нравятся. Итак, зафиксировали петельку. Оп, все как обычно. Теперь набираем 44 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44. Вот наш будущий образец. Теперь смотрите, опытные мастера, мастерицы. Вот перед вами есть схемка, можете по схемке, да, непосредственно вязать. Новички, я вам предлагаю, чтобы вы не запутались первоначально вот в этих воздушных петельках, сделайте вспомогательный для себя ряд. Он вам намного облегчит, да, и вы поймете схемку быстрее. Вспомогательный ряд я предлагаю делать, но мне будет вам удобнее показывать столбиками с накидом. Вы можете делать столбики без накида, можете делать полустолбики с накидом. Можете за мной повторять. Смотрите, 3 петельки я набираю. Раз, два, три. Далее от крючка. Раз, два, три, 4, 5 петелек считаю. Накид и в 5-ю петельку, вот в эту, которую я посчитала, вот так вот ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю столбик с накидом по 2 петельки. 2, 2. Есть. Точно так же в следующую петельку цепочки, косички и провязываю опять столбик с накидом. И в следующую петельку, не пропуская ни одну петельку, я буду провязывать. Кто как бы вяжет, да, знает, что, ну, конечно, со столбиками в дальнейшем потом будет удобнее. Новички просто как раз провяжите целый ряд и отработаете навыки вязания столбиков с накидом.
Ну, смотрите, либо столбики без накидов, либо полустолбики, как вам уже будет удобно. Не забываем, что мы вот это вот непосредственно первые 3 петельки подъема тоже считаем за столбик с накидом. Поэтому сейчас у вас, когда вы провяжете весь ряд, точно так же должно быть как количество всех воздушных петель, которые вы набрали. В моем случае, если я набрала 44 воздушные петельки, у меня будет 44 столбика. Все. И вот так вот потихонечку, монотонно. Все знают, что первый ряд всегда набирается чуть дольше, чем остальные. Поэтому тихонечко, не спеша, провязываем до конца ряда столбики с накидом. Угу. Вот таким вот образом. И в конце ряда я вас здесь встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая вот дорожка получилась, аккуратненько, из столбиков. Все посчитали. В моем случае 44 получилось столбика. Что делаем дальше? Я как и договаривалась, да, с вами, что я в этом узорчике сделаю в начале ряда и в конце ряда по 3 столбика с накидом. Ну, просто это будут такие вот у меня, как бы, назовем их кромочные столбики. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И во второй столбик, да, первый, получается, мы провязали воздушными петельками. Во второй столбик мы провязываем столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом 2, да, вместе с 3 петельками подъема вот этот будет как раз те самые 3 столбика. Они будут у нас провязываться обычными столбиками. По узорчику теперь, смотрите, непосредственно к узорчику приступаем. 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее они у нас будут рельефными столбиками, но не забегаем вперед, да. Итак, провязали 2 столбика уже по узорчику непосредственно, воздушная петелька. Отсчитываем 3 столбика в нижестоящем ряду. Раз, два, 3. И в четвертый непосредственно столбик мы будем сейчас делать 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, накид. 2 столбик с накидом, накид. 3 столбик с накидом. Теперь смотрите, делаем одну воздушную петельку и возвращаемся опять сюда же и опять провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. И у нас, как вы сами видите, такой вот веерочек получился. Этот веерочек у нас будет на протяжении всего нашего узорчика. Идем дальше. Воздушная петелька. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. И в четвертый столбик мы здесь делаем обычный столбик с накидом. Накид. Нырнули в верхушку столбика предыдущего ряда. И провязываем раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Вот, видите? Вот, если первые 3 столбика мы не считаем, вот, от 2 столбиков до 2 столбиков узорчик. И дальше бьем повторение делаем. Воздушная петелька. Опять пропускаем 3 столбика в нижестоящем ряду. Раз, два, 3. И в четвертый провязываем веерочек, состоящий из 3 столбиков с накидом. Раз, два, сюда же 3. Воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда же, провязываем еще точно такие же 3 столбика. Раз, два, 3. Угу. Все, опять делаем воздушную петельку. Раз, два, 3 столбика пропустили. И следующие 2 столбика опять провязываем столбиками с накидом. Раз, два. Понятно? Все. И вот таким образом вы провязываете до конца ряда. Да, до конца ряда. Здесь получается, когда 2 столбика последних провяжете, в моем случае еще останутся 3 столбика, которые будут у меня кромочные. Но в конце ряда я вас встречу, не переживайте. Договорились? Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот, получается наш первый ряд нашего узорчика. И вот на этом столбике, да, заканчивается схемка. А дальше вот эти вот 3 столбика, это моя инициатива, да, просто чтобы край ровненький. Это бывает на узорчиках, я говорю, ох, были бы вот так вот здесь кромочные столбики, было бы аккуратнее, да? Итак, раз, два, 3. Вот в третью петельку подъема, третий столбик я делаю. Все, закончен ряд. Идем дальше. 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Как договорились, да? Моя инициатива в начале. 3 столбика. Так, это у нас получается имитация первого столбика. Дальше второй столбик с накидом. И третий столбик с накидом. А вот теперь смотрите. Начинаем непосредственно узорчик. По узорчику здесь у вас идет рельефный столбик с накидом. И давайте мы его провяжем рельефным лицевым. Смотрите, каким образом. Вот он, наш столбик. Вот мы его огибаем. Таким образом, что у нас столбик находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Столбик с накидом. 2, 2. Вы потом увидите, за счет вот этой вот рельефности, особенности провязывания, будет объемчик. Второй столбик точно так же. Накид.
окружили столбик. Столбик получается перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Так. А дальше будем повторять все то же самое, что мы с вами провязывали в предыдущем ряду. Воздушная петелька, накид. И вот 3 столбика, да, воздушная петелька, 3 столбика, наш веерочек. Так вот в эту арочку из воздушной петельки ныряем и провязываем точно такой же веерочек. Он состоит из 3 столбиков. Раз, два, три. 3 столбика с накидом. Так. Опять воздушная петелька. И сюда же ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Видите? То есть получается веерочек над веерочком. Теперь не забываем сделать воздушную петельку. И следующие два столбика мы тоже будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. Видите, опять захватили вот так вот столбик, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки. Точно так же рельефный лицевой столбик, провязали 2 петельки, 2 петельки. Понятно? Опять воздушная петелька и опять переключаемся к нашему веерочку. Вообще ряд несложный. Самое главное, чтобы вы провязали вот эти вот по 2 столбика рельефными лицевыми столбиками с накидом. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот довязали до конца ряда, да, вот наши 2 рельефных лицевых столбика, да, видите, даже по ним видно, такая вот петелька их окружает. Ну, а здесь моя инициатива, 3 кромочных, так скажем, столбика. Итак, дальше 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. Получается, первые вот эти вот столбики, да, провязываем обычными столбиками. 1, 2, так. А дальше начинаются столбики узорчика. И посмотрите, для того, чтобы сохранить рельефность, да, чтобы у нас с этой стороны был объем, нам необходимо и здесь тоже провязать рельефными столбиками, но теперь будет изнаночный. Смотрите, как делаем крючок. Вот так вот раз. То есть у нас теперь будет столбик за крючком. Вытягиваем вот так вот ниточку. И провязываем, как обычный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Ничего сложного. Повторяем. Второй столбик точно так же. Накид. Вот так вот окрутили, да, получается, наш столбик. Столбик находится за крючком. Вытянули ниточку. И дальше провязываем, как обычный столбик. 2 петельки, 2 петельки. За счет вот этой манипуляции, да, видите, как получается у нас такие вот горизонтальные линии по изнанке будут. А по лицевой стороне будут выпуклые столбики. Все, а дальше опять то же самое. Воздушная петелька, опять ныряем в арочку. Там, где у нас находится, получается, ну вот в нашем веерочке, да, арочка. 1, 2, 3 столбика с накидом. Опять воздушная петелька. И опять сюда же 3 столбика с накидом. Аккуратненько. 1, 2, 3. Ниточка на ощупь, конечно, очень-очень приятная. Идем дальше. После нашего, получается, веерочка у нас идет воздушная петелька. Делаем воздушную петельку. Опять наши рельефные столбики, да, они у нас были лицевыми. Здесь мы продолжаем их, но провязываем рельефными изнаночными. Оп, столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки. Накид. Опять, оп, столбик у нас за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Понятно? Все. И вот таким вот образом вы провязываете до конца ряда. То есть там, где веерочки, там веерочки несложно. Просто не забудьте, там, где будут столбики у вас, они должны быть рельефными изнаночными. Все, вяжем, вяжем, вяжем до конца ряда. Да, последние 2 столбика провязали рельефными изнаночными. А здесь получается, ну, такие вот называем их кромочные. Все. Здорово, здорово. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот мы провязали, получается, 3-й ряд нашего узорчика. Вот такая вот красота. Это изнанка. Вот так вот выглядит, получается, лицевая сторона. Идем дальше. Ниточка уже меняет цвет, видите, замечаете, да? Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять провязываем 2 столбика обычными столбиками с накидом. Вместе с петельками подъема это у нас получается 3 таких вот столбика, которые мы вяжем в начале и в конце ряда. Все, смотрите, дальше опять идут по узорчику 2 столбика. Они у нас рельефные лицевые столбики, и мы их здесь провязываем рельефными лицевыми. Повторяем. Вот так вот заводим крючок, что у нас находится столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. И второй точно так же провязываем. Все. Воздушная петелька.
И опять наш веерочек. 3 столбика с накидом в арочку, да, в центр веерочка делаем. Раз, два, три. Воздушная петелька. И переключились сюда же. Опять. Раз, два, 3 столбика с накидом. Воздушная петелька. И помним, да, что сохраняем рельефность. В данном случае смотрим непосредственно по узорчику. Здесь у нас будет рельефный лицевой столбик с накидом. Раз рельефный лицевой столбик с накидом. Два рельефный лицевой столбик с накидом. Все, ряд повторяется. Поняли, да? Ряд повторяется. Провязываем до конца ряда. Здесь я вас встречаю и будем немножечко менять узорчик. Так, смотрите. Вот наши 4 первых рядочка. Так. И мы непосредственно продолжаем дальше вязать, но будем вязать с небольшим смещением. Но у нас вот эти вот наши столбики так и не останутся. 3 столбика. Раз, два, три петельки подъема, поворот. И вот эти вот первые 2 столбика провязываем опять же столбиками с накидом обычными. Есть. А теперь смотрите, по узорчику. Первый столбик, вот первый столбик, который у нас был, да, рельефный. Вот сейчас мы смотрим, у нас рельефный изнаночный. Мы провязываем обычным столбиком с накидом. А далее смотрите, вот получается, между первым и вторым столбиком, вот в эту арочку, да, как бы, так скажем, нырнем и провяжем 3 столбика с накидом. Раз, ну как бы пол веерочка, да, раз, два, 3. А дальше смотрите, воздушная петелька. И вот наш веерочек, вот центр веерочка. Здесь у нас воздушная петелька, да? Мы ныряем непосредственно сюда, в эту арочку и провязываем 2 обычных столбика с накидом. Раз столбик с накидом и сюда же 2 столбика с накидом. Есть. Воздушная петелька. И смотрите, перепрыгиваем к нашим рельефным изнаночным столбикам. Каким образом? Вот между 2 столбиками ныряем и провязываем веерочек. То есть раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом, воздушная петелька. Помним, да? Наш веерочек вот этот. И опять сюда же раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом. Вот веерочек наш. Делаем воздушную петельку и перебираемся в арочку нашего вот этого вот веерочка, где воздушная петелька. И опять провязываем просто обычные 2 столбика с накидом. Раз и сюда же 2. Все, ничего сложного. Опять повторяем тот же самый рисунок, который мы провязывали в нижестоящих рядах, только просто мы его сместили. Понятно? Пол веерочка, 2 столбика. Целый веерочек, 2 столбика. Здесь у нас будет целый веерочек, 2 столбика. Так, дальше опять целый веерочек, 2 столбика. И здесь будет пол веерочка, здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. У вас получится, ничего сложного. Так, смотрите, практически, да, дошли до конца ряда. Теперь я вам покажу, как мы здесь будем заканчивать. Вот последние наши 2 столбика в веерочек, воздушная петелька. И заканчиваем точно так же, как начинали. Вот наши рельефные столбики. Так, между первым и вторым столбиком ныряем и провязываем всего лишь только 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. А здесь получается, заканчиваем ряд, вот наш рельефный столбик, и мы в него, во второй, да, рельефный столбик, провязываем всего лишь только обычный 1 столбик с накидом. Ну, а здесь мои любимые 3 столбика, которыми я начинаю и заканчиваю ряд. Раз, 2 и 3. То есть это уже не узорчик, это инициатива. Понятно? Вот. Вот получается такая картина. Что делаем дальше? 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Поворот. Дальше опять первые 2 столбика провязываем. Раз, 2. Так, вот, смотрите. И здесь получается, да, у нас опять идут наши, как бы пол веерочка. Мы провязываем вот этот вот столбик обычным столбиком. Так, и ныряем, получается, там, где у нас вот между первым столбиком и вот эти 3 столбиками, да, ныряем между ними и провязываем опять пол веерочка. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом. Поняли, да? Все, воздушная петелька. И смотрите внимательно. Вот
у нас здесь, если внимательно посмотрите, идут рельефные лицевые столбики с накидом, да? То есть мы здесь будем продолжать точно так же вязать рельефные лицевые столбики с накидом. Итак, взяли вот таким вот образом крючок. То есть у нас столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, накид. Второй столбик точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом, 2 петельки, воздушная петелька и опять переключаемся на наш веерочек. Поняли, да? То есть ничего сложного, самое главное здесь именно рельефные лицевые, да, столбики с накидом в данном ряду. Видите? То есть повторяем, здесь они лицевые, значит и здесь они будут лицевые. Видите, как он немножечко начинает как бы быть выпуклым, такой узорчик. Все, давайте до конца ряда. Там, где веерочки, вы провязываете веерочки. Там, где столбики, рельефные лицевые. Веерочки, рельефные лицевые. Веерочки, рельефные лицевые. Здесь будет пол веерочка, здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте, будет красота. Так, смотрите, вот наши рядочки с веерочками, да, вот такие вот вертикальные колонны. А здесь, получается, наши столбики будут. То есть немножечко все сместилось. Итак, после последних 2 рельефных столбиков воздушная петелька. И вот мы договаривались, да, что здесь будет пол веерочка. Вот наши 3 столбика. 1, 2, 3. И вот между 3-м и 4-м ныряем и делаем наши пол веерочка. Есть. Теперь заканчиваем наш узорчик. Вот последний столбик. В верхушечку ныряем и провязываем столбик с накидом. Вот. А тут мои 3 любимых столбика. 1, 2. И в 3-ю петельку подъема 3. Все, ряд закончен. Теперь мы будем с вами провязывать все то же самое, да, то есть еще дополнительно 2 ряда, то есть точно так же, как мы провязывали здесь. То есть сейчас вы возвращаетесь, пол веерочка, опять 2 рельефных столбика, они будут у вас изнаночными, веерочек, рельефный, изнаночный, веерочек, рельефный, изнаночный, веерочек, рельефный, изнаночный, пол веерочка. Угу. И 4-й ряд, вы же видите, да, то есть вертикальный раппорт узорчика 4 ряда, 1, 2, 3, 4. Вот вы сделали 1, 2, и дальше будет 3, 4. Давайте сделаем 3, 4 самостоятельно, а потом я покажу, как переключимся заново непосредственно на такой же первый ряд. Договорились? Давайте 2 рядочка и встречаемся. Так, смотрите, вот провязала я, получается, еще 2 рядочка. По итогу получается 4. 1, 2, 3, 4. И мы опять будем сейчас с вами переключаться на первый вот такой вот раппорт узорчик. То есть у нас будет опять перемещение, немножко смещение. Итак, я уже провязала первые три столбика, да, мои, с которых я начинаю ряд и которыми я заканчиваю ряд. И дальше начинается непосредственно сам узорчик. Итак, смотрите. Вот там, где у нас был один столбик, да, и потом 3 столбика от веерочка. Так вот, в первый столбик, вот этот вот, самый первый столбик, мы провязываем просто обычный столбик с накидом. Так. А потом, получается, вот между 3 вот этими столбиками, да, и этим столбиком вот так же ныряем и провязываем второй столбик с накидом. Это у нас будут рельефные столбики потом, да. Воздушная петелька. И переключаемся к нашим вот этим рельефным столбикам. Между первым и вторым ныряем и провязываем веерочек. 1, 2, 3, воздушная петелька. И опять сюда же еще 3 таких же столбика. 1, 2, 3. Воздушная петелька и переключаемся, да? Вспоминайте, как мы здесь переключались. Вот, в центр, получается, нашего веерочка, вот в эту арочку. И провязываем здесь обычные 2 столбика. 1, 2. Опять воздушная петелька. И переключаемся вот к этим столбикам нашим, да, между первым и вторым ныряем. И опять провязываем веерочек. Все, несложно. Вот мы с вами, получается, переключаемся. И опять точно так же будем провязывать еще 4 ряда. Поняли, да? Вот, раз, вот он. Вот мы его сейчас вяжем, вот этот вот непосредственно ряд. 1, 2, 3, 4, потом переключитесь. 1, 2, 3, 4, опять переключитесь. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот, вот он весь узорчик. Вот это наша изнаночка. Вот это получается наша лицевая сторона. Давайте мы с вами провяжем еще несколько рядочков. Увеличим, да, образец наш и посмотрим, что в итоге получается. Уже и так видно, что получается красота. Я просто жду перехода цвета. Угу. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот провязала я, получается, еще один вертикальный раппорт узорчика. У нас получается 1, 2, 3 раппорта. И смотрите, как выглядит лицевая сторона. Она вот такая, видите, объемненькая,
похоже, как вот такие вот шестиугольники, да, как соты. Изнаночная сторона, она более гладенькая, спокойная. Видите? Ну, видно, как бы такая вот выпуклость, да, вот именно веерочков. Вот. То есть, получается, есть лицевая сторона, есть изнаночная. Смотрите, как плавно переходит цвет. То есть, это такой нежно-нежно-бежевый, чуть-чуть потемнее, потом темный. И смотрите, дальше идет уже темный-темный, да, и потом он будет переходить в светлый, и только потом в белый. Значит, это что? Что мы с вами встретимся с этими ниточками еще в следующем узорчике. Правильно? А сейчас я хочу показать. Вот, например, вязали. У нас же остаются, получается, вот такие вот веерочки, да, волны, чтобы выровнять край. Вы же все равно спросите, правильно? Так вот, смотрите. Я, опять же, провязала свои любимые 3 столбика, потом оставила рельефные столбики, 3 воздушные петельки, и за верхушку я прицепилась столбиком без накида. Видите? Так будет ровненько. Потом опять сделала рельефные столбики. Вы можете здесь уже взять обычные столбики. Опять 3 воздушные петельки, столбик без накида. 3 воздушные петельки, рельефные столбики. Поняли, да? Вот. И таким образом я, получается, начинаю выравнивать край. Но следующий ряд у меня будет все равно состоять из всех столбиков с накидом. Итак, смотрите. 3 воздушные петельки. Здесь у меня был столбик без накида. Вот верхушку нашего вот этого веерочка. Дальше рельефные столбики идут. Ну, допустим, сохраню я рельефность, да? Могу сделать обычные столбики, могу сделать рельефные. Как бы. Вы художник, вы так видите. Дальше 3 воздушные петельки. И опять присоединяемся к веерочку столбиком без накида. 3 воздушные петельки. И присоединяемся к нашим рельефным столбикам. Ну, я вот буду рельефными столбиками присоединяться. Как бы сохраню узорчик. Все. Мои 3 столбика, которые я провязываю в начале и в конце ряда. Так, видите, краешек ровненький, да? Далее 3 петельки подъема, поворот. И теперь получается весь ряд просто обычными столбиками с накидом. И таким образом вы выравниваете. Вот, например, вяжете палантинчик, да? Либо, возможно, там плечевое изделие вяжете. Все, вы так вот, вы можете не столбиками с накидом делать, вы можете столбики без накида. Вы можете полустолбики. То есть это уже на ваше усмотрение. Смотрите, 3 воздушные петельки. Здесь провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Там, где столбик без накида, тоже берем за верхушечку и провязываем столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. Опять провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Цвет, конечно, на камеру немножко не так передается, но он такой колоритный, насыщенный такой. Очень, очень интересный. 1, 2. То есть там, где столбик, там столбик. А там, где 3 петельки, там 3 столбика. Угу. Давайте я довяжу до конца ряда и покажу вам, что по итогу получается. Так, все, закончила я. Видите, краешек выровняла, что мы и хотели. И смотрите, какая получается, ну, цвет. Вот этот светлый такой бежевый, вот это темный. Смотрите, да, сочетание. Очень интересно. Медленный переход. Это очень, конечно, красиво, красиво, красиво. Если это будет палантинчик, это будет шикарно. Кардиганчик, кофточка, снудик, шарфик. Посмотрите, очень здорово выглядит. Давайте замерим. Получается, набирали 44 воздушные петельки, да, ну, как бы 6 петелек мы набирали не по узорчику. Ну, посчитаем все вместе. Это же пряжа, этот же крючок, этот же, получается, плотность вязания перед влажной тепловой обработкой, да, тоже интересно, сколько получается. Ну, вот 22 сантиметра. А здесь, получается, у нас один раппорт был 4 рядочка, да, то есть, получается, 1, 2, 3, 3 раппорта, это 12 рядов, и вот последний 13 и первый наборный 14. Ну-ка, 14 рядов, сколько же это будет? Смотрите, 14 сантиметров. Прям ряд это 1 сантиметр. Очень шикарно, очень интересно. Попробуйте обязательно. Не пожалеете. Он вот такой вот, именно такой фактурный, рельефный, очень красивый. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Вы поставите свои лайки, напишите комментарии. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не потерять его, кто еще этого еще не сделал, да? Много впереди интересных узорчиков. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда эти узорчики появятся на канале. И под видео находится стрелочка «Поделиться». Нажимайте на стрелочку, делитесь с друзьями, с подружками в социальных сетях. Заранее спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.